Привет, дорогие друзья! Кто хочет продолжения войны? Вопрос такой, для некоторых он однозначен. Вот я встречаю в ленте размышления регулярно о том, кто хочет войны, кто не хочет, хотят ли русские войны, знаете, как это в стихе. Я не знаю, что будут делать русские после достижения того, что они посчитают победой по территории Украины и так далее. Но я точно знаю, кто 100% сейчас хочет продолжения войны и даже этого не отрицает. Я не просто это знаю, я могу это подтвердить прямо сейчас, подтвердить, я сейчас вам это покажу. Смотрите, друзья, мы ностальгически вспоминаем 2023 год, когда Зеленский бегал со своими суперсекретными пунктами суперважного плана победы. Он прогнозировал завершение горячей фазы войны до Нового года, потом что-то случилось, и уже в марте оказалось, что до завершения войны путь еще не близкий. Но спустя всего неделю опять что-то случилось, и Зеленский согласился на предложенное США 30-дневное прекращение огня, которое до сих пор не вступило в силу. И так его шатает из стороны в сторону, как бухого. Хотя он вроде бы как не пьет, только нюхает кокаин. И иногда говорят амфетамин. Говорят, знаете, я предпочитаю такому не верить. А ведь на самом деле в последнее время все больше и больше понятнее становится, что ни Банковой, ни побратимам ее с Запада окончание войны нафиг не нужно. Но Банковую понять можно. Скоро закончится эффект флага. И если не будет достигнуто хоть чего-либо по территориям и по минимальным каким-то условиям Украины, то начнут за это спрашивать, конечно же. Рейтинг у Зеленского, настоящий рейтинг, не дутый, очень и очень плохой. Очень плохой. Чем больше вы видите этих социальных замеров, вы тем больше должны понимать, что на Банковой нервничают, и рейтинг у Зеленского провальный. Это можете замечать на земле, если будете, погуляете там по украиноязычным группам, по самым упоротым группам, и посмотрите, как к нему относятся все, помимо теток, я уже говорил, на выезде, которые сидят в Финляндиях и Испаниях, и прочих там Швециях на пособиях. Они его любят. Но погоду делают не они. Зеленскому могут припомнить не только то, как он говорил, что едьте на шашлыки и так далее. Могут припомнить не только провал эвакуации, который никто не готовил. Эвакуировали они только своих близких в начале войны. Но если вы думаете, что офицерский состав, который в массе своей сейчас достаточно неплохо зарабатывает на мертвых душах, на боевых и так далее, тоже с этим смириться. Если вы думаете, что ТЦК внезапно, они зарабатывали тысячи, десятки тысяч долларов в день, и вдруг они от этого откажутся, без всяких претензий, вы сильно ошибаетесь. У Зеленского швах без войны. Ему война нужна. Но что относительно его западных побратимов? Еще в феврале министр обороны Нидерландов Бреккельманс допустил, что прекращение огня представляет угрозу для стран Балтии, в том числе для Литвы, где размещены войска Королевства Нидерландов, около 300 солдат. Если конфликт заморозить то за год РФ перебросит подразделение на восточный фланг НАТО и может по нему ударить. Странное мнение. Но похожего мнения внезапно начал придерживаться и премьер-министр Дании Фредериксен, что мир может оказаться опаснее войны, особенно учитывая неопределенность с американской стороной. И это было сказано еще до скандала в овальном кабинете, после которого Штаты прикрутили краник помощи. И сейчас, понятно, никто этот краник открывать не будет. Несмотря на это, в марте замаячила реальная возможность развести стороны. В марте замаячила реальная возможность перемирия и, по идее, западные страны, которые так боятся Российской Федерации, что она внезапно нападет на Данию, к примеру, или, прикиньте, на Нидерланды, они должны начать скакать от радости. Потому что, наконец-то, самый крупный конфликт, который видела Европа по окончанию Второй мировой, или, может быть, после Югославии. В общем, самый страшный конфликт за последние десятилетия может сейчас прекратиться. Скакать надо. А они почему-то не скачут. Они почему-то наоборот. Глава немецкой разведки Бруно Каль выдал, что от сроков завершения войны в Украине напрямую зависит, когда на Европу нападет Россия. Мол, Россия
хочет восстановить то, что было ранее, там, до 90-х годов 20 века. Имеется в виду, что не было такого присутствия американцев. И вот сейчас, мол, присутствие американцев будет меньше, и Российская Федерация наконец-то вжарит. И вжарит она, по его подсчетам, в 2029, ну, может быть, в 2030 году. Любые хронологические параллели с фильмом «Терминатор» считаем совпадением. В Украине это вызвало немалый резонанс. Придворный центр противодействия дезинформации, который выдает горы дезинформации на самом деле, заявил: если масштабы западной помощи не изменятся, если темпы подготовки к столкновению с РФ не ускорятся, то от того, что война затянулась, лучше для Европы не станет. Воевать потом придется все равно. Возмутилась и так называемая оппозиция. Ну, правда, ее негодование было неискренним, просто у банкротов возникло большое желание каким-то образом о себе заявить на фоне того, что Зеленский вдрызг разругался со Штатами. Мы здесь, мы есть, мы оппозиция, начали заявлять всякие эти гондоны. Так или иначе, уже тогда эксперты с телемарафона заговорили о том, что Европа и правда надеялась готовиться к российской агрессии в неспешном темпе в ближайшие лет 5. И вот они будут неспешно передавать Украине какое-то там оружие, говорить мы с вами и так далее, а сами будут думать, что им делать с увеличением военного бюджета, который требуют Соединенные Штаты Америки. Увеличение его до 5%, как требует Трамп, вынудит руководство этих государств прекратить другие социальные программы, что неминуемо вызовет социальный всплеск, может, бунты, и, короче, власть они потеряют. А это намного важнее, чем там война в Украине. И вот начали просыпаться буквально все. Литовцы с эстонцами вспомнили, что о них наконец-то заговорили, и начали высказывать мысли, что перемирие опасно для Прибалтики, особенно учитывая назначенные на осень учения Запад. Они начали прямым текстом говорить, что перемирие опасно для их стран. То есть то, что ваши мужья, отцы, дети гибнут на фронте, это как бы, надо с этим смириться. Но надо, чтобы они продолжили гибнуть, потому что это опасно для Литвы. Своим телом твой батя защитил Литву. Будрайтеса какого-то. Они говорят, что из 600-тысячной группировки российских войск в случае перемирия высвободится значительное количество для того, чтобы покорять их процветающие регионы. Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы собирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, примерно в 5-10 раз больше, чем они могли бы получать в своем родном городе. Прибалтам теперь придется, мол, жить в страхе, что снос советских памятников и разрушение могил не останутся безнаказанными. Но я вам должен сказать, что даже в западной прессе, даже самые отъявленные патриоты вдруг начали высказывать мнение, что для Запада Украина является щитом, но не в том понимании, как щитом Европы, а самым настоящим живым щитом. Вы там что-то это самое, а мы тут решаем свои вопросы, пользуясь тем, что вы там что-то это самое. Что у вас кладбища растут? Не по дням, а по часам. Мы же слышали, как Зеленский оправдывает, почему не проводится эвакуация городов на фоне подготовки РФ ко вторжению, она не проводилась. Да и сейчас не проводится. То же самое. Никто не говорил о том, что необходима эвакуация Сум, кроме меня. Кликуши бегал и кричал, сражаясь с ветряными мельницами: «Эй, надо вывозить людей, надо вывозить». Заткнись, кремлевская пропаганда. И вот, оказывается, надо вывозить людей. Сейчас об этом все говорят. И Зеленский объясняет, что без людей-то города быстрее берут. Это просто гениально. Объяснить наличие людей и отсутствие эвакуации этих людей тем, что это хороший живой щит. Сколько их там погибнет? Потери есть потери, да? Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. І все. Але я вам точно хочу сказати, якщо місто це буде порожнє, його дуже просто захопити. Ось і все. То же самое, абсолютно то же самое и для вот этих западных побратимов. Пока украинцы умирают, белый господин чилит. Пока украинцы умирают,
белый господин может решать свои вопросы. В частности, накручивать военные бюджеты, опять-таки, да. Но не то, что требует Трамп. Нереально, а отмывать деньги. Отмывать деньги на российской угрозе. Вы представляете, как это сладко? Создавать валы, к примеру, там, линию Маннергейма 2.0, и там выделять какие-то средства на какие-то супербеспилотники из картона, и так далее. Это же все очень классно. И все это, вот, можно прикручивать свободу слова. Вы знаете? Все, в доступ в интернет, надо обязательно всех проверять, потому что российские шпионы, там, ботафермы и все. Под эгидой борьбы или там подготовки к войне можно делать все, что хочешь. Российская угроза, что прикрутили немножко свободы. Такая российская же угроза, Нет у нас никаких общих ценностей, только политический реализм и дешевое сырье. Это при том, что собственные рынки западные страны по возможности будут защищать от украинских товаров. Последний месяц что-то как с цепи сорвались. Еврокомиссар по вопросам обороны, опять-таки Кубюлюс или там Кубилюс, экс-премьер Литвы, сослался на данные разведок, согласно которым РФ перевела экономику на военные рельсы и может быть готова напасть на страны НАТО даже не в 2030-м, а в ближайшие 3 года. Несмотря на это, установление мира в Украине очень важно, и мы поддерживаем его всеми силами. Но при этом должны быть реалистами и понимать, это не будет означать, что Россия прекратит готовиться к следующим агрессиям. Кубилюс опять, Кубилюс. Почему-то огромный, мощный, сильный Евросоюз еще вчера передали в управление Кубилюсам из тех стран, откуда миллионы людей выехали и где ни хрена нет. Поля стоят неубранные, потому что им платят. Вы знаете, как дотации платят специально, чтобы они их вообще ничего не сеяли там и не создавали конкуренции. И почему эти люди рассказывают, как кому-то жить. Но тем не менее они рассказывают. Вот Кубилюс-то рассказывает. Это, конечно, можно списать на банальную просто коррупцию, о которой я говорю. Чем больше выделяется денег на военно-промышленный комплекс, тем больше можно отмывать на этом. Но вслед за Кубилюсом, издание Bild тоже привело информацию спецслужб, что Путин станет еще опаснее после окончания войны. У страха глаза велики, эстонский министр обороны уже предупреждает не 300 тысяч, а сразу 800 тысяч российских солдат получат новые приказы и не отправятся домой. Каким образом из Украины выйдет больше российских солдат, чем в нее зашло, эстонский не отвечает этот самый. Причем, что они же рассказывают, что 1 миллион уже погиб. Что непонятно, они же рождаются там прямо на поле боя и сразу там вырастают. Генсек НАТО Рютте в комментарии журналистам назвал констатацией факта, что постоянное прекращение огня увеличивает риски для Альянса, так как оно позволит России увеличить запасы оружия для будущей войны. Уже упомянутый выше глава разведки ФРГ вновь утверждает, что Украина это лишь этап на пути РФ на Запад, пока что не на Берлин, а только на Эстонию под предлогом защиты русского меньшинства. И это большое испытание будет для Европы. Станут ли Штаты в соответствии с 5 статьей Устава НАТО вмешиваться здесь? То есть они на самом деле всерьез рассказывают о том, что Путин движется на Европу, что его не интересует Украина, а его интересует, наверное, весь мир. По всей видимости, будет захватывать вплоть до Аляски все. И тем людям, которые при памяти, которые хоть в чем-то разбираются, помимо, просто, они же понимают, что это бред. Что это бред. Но сегодня я встретил своего соседа, который покупал в супермаркете газету. Газету. Он ее будет читать для того, чтобы узнать новости. Но я так понимаю, что мой сосед верит в то, что приближается вторжение. И, наверное, многие верят. Та же Литва еще 2 года назад призывала союзников говорить только о победе Украины и только на условиях Зеленского с его формулой мира. За это время глава литовского МИД сменился, и нынешний возмущается из-за того, что Путин не стремится к прекращению войны и наносит массированные удары. Ни хрена уже непонятно. Так уже не говорим мы о военной победе на условиях Зеленского, а говорим, почему Путин не стремится теперь к перемирию. Но перемирие же опаснее получается для западного мира. Такое впечатление, что общую какую-то схему, что говорить лохам, они еще не выработали. Вы разберитесь. Так если перемирие, это же еще хуже. Он же пойдет эстонские богатства отнимать. Ёпта.
Воевать за нас они, разумеется, не хотят. Как стало известно, на грядущем саммите НАТО в Гааге по итогам не будет заявлено о перспективе вступления Украины в альянс. Вместо этого хотят закрепить, что помощь Киеву будет зачисляться в целевые 5% ВВП расходов на оборону. Понятное дело, что будут немножко расти немножко проценты, будет мухлёж с цифрами. Запад настолько круто научился воровать у Украины, настолько они много переняли. Не Запад научил Украину быть европейской, а Украина научила Запад быть украинским. И теперь поэтому там идет преследование. О свободе слова в некоторых странах уже говорить вообще не приходится. Научились. И воровать научились отменно. И вот так вот в кого ни ткни, министр обороны ФРГ, Путин абсолютно не заинтересован в прекращении огня, отказываясь встречаться с Зеленским. Масштабная немецкая помощь Украине продолжится. Пример Польши, Туск. С российской стороны нет даже следа доброй воли начать честные переговоры. Новый президент Румынии, который как раз поехал в Одессу. Окончание войны в ближайшее время маловероятно. Компромиссы с Путиным не гарантируют справедливого мира. И тут нифига уже вообще непонятно. Зачем же вам нужен справедливый мир, если этот мир опаснее для вас, чем война? Может быть, просто эти политические ничтожества прекрасно понимают, что без войны их долбанные программы ничего не стоят вообще. Без войны у них не получится держать стадо в узде. Без войны не получится так воровать. В этом свете новыми красками начинают играть требования Запада мобилизовать 18-летних, прежде чем будут введены санкции, о чем заявил сам Зеленский. В том числе речь идет о санкциях против уничтоженных северных потоков. То есть Запад хочет получить гарантии от Киева, что вообще будет кем воевать. 60-летних они уже будут призывать, а тут вопрос теперь о 18-летних. Об этом даже не стояло. То есть говорили так, как вроде, такого не может быть. Не может быть, потому что не может быть никогда. Но окно Овертона, оно же приоткрывается, и вот уже опросы проходят. А как вы по поводу 18-летних? Поверьте, дальше такое может докатиться и до 14-летних. Скажут: слушайте, а почему 14-летние не могут? А потом 12-летние сыновья полка и так далее. Кого не успели вытащить из этой помойной ямы, тех и отправят на фронт. А Запад для чего это делает? По поводу северных потоков. Как будто бы сами себе ставят условия, потому что потом будет очень велик соблазн вернуться к дешевым энергоносителям из Российской Федерации. Другое дело, зачем Российской Федерации это надо? Продавать им дешевые энергоносители, за счет которых они будут раздувать свой военно-промышленный комплекс. Для чего? Для войны с Россией. Как говорил все тот же Зеленский, слава богу, что грады летели на Мариуполь, а не на европейские города. Сам же позволил рассуждать о нас в подобном ключе своими аргументами, что борьба Украины – это самый дешевый вариант защиты населения стран Запада от Путина. Це найдешевший, я вважаю, варіант для Сполучених Штатів Америки – боротьба України. Конечно, может быть, он ничего плохого не имел в виду, а пытался достучаться до самых циничных западных партнеров, говоря: мы вам, а вы нам. Но только это, значит, показывает, что он полный идиот, который в итоге ни хрена вообще не получил. Сейчас вы знаете, что Штаты заключили уже договор у них с Китаем, по поводу освоения полезных ископаемых. Украинские ископаемые тоже нахрен никому не нужны оказались. И никто освобождать никакие земли за них не будет. Но это уже вообще отдельная история. Вы понимаете, к чему все пришло? Государство банкрот, у которого нет ничего, но зато, у нас лишилася державность. То есть государственность у этого государства еще есть. Наблюдаем дальше. Пока.